Привет, интернет! В прошлом году я в поездке на фуре вместе с двоюродным братом возили новые китайские машины. Дважды из Бишкека в Москву, один раз в Бишкек, Дагестан. И еще осенью дважды мы забирали машины с Харгоса и везли в Москву. В этом ролике вкратце расскажу, как устроен поток машин через Харгос, что там происходит с хранением, почему иногда машины кирпичами стоят на пустыре и почему я сам, признаюсь, все время назвал большие грузовики КАМАЗами, хотя это совсем не всегда так. Что такое Харгос в автоконтексте? Харгос — это не просто пограничный пункт, это крупный сухой порт и логистический хаб между Китаем и странами Центральной Азии, Европы. Здесь всегда поезда приходят с китайской части, грузы перегружают, оформляют таможню, распределяют по дальнейшим маршрутам. Проще говоря, если автомобиль вышел с завода в Китае, по суше велика вероятность, что он хотя бы частично побывает в Харгосе на пути стран СНГ. Сделал запас воды, принес из колонки. Вот так выглядит наша фура Volvo. Вот такая вот огромная стоянка возле Харгоса. Все новые машины из Китая. Спецтехника, легковая машина. Все грузят автовозы. Ждут очереди и выезжают в сторону России. Тут рядом у нас автовозы, коллеги из Грузии ждут очереди. Вон там везде автовозы. Новые Камри китайской сборки. Все эти машины ждут своей очереди и уедут дальше в Россию. Коротко о процессах, пошагово для понятности. Первое. Из завода в китайский логистический парк или на ЖД-станцию. Второе. По железной дороге до границы Харгос или на авто до границы склада на китайской стороне. Третье. На Харгосе идут либо перевалка контейнера, вагона, либо растаможка и оформление экспортных документов. Четвертое. После оформления автомобили отправляют дальше автовозами или сами перегоняют водители. Пятое. На стороне Казахстана часть машин уезжает дальше в города Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и другие страны транзитом по дорогам. Подчеркну, Харгос не только про вагоны и контейнеры. Это и место, где формируются конвои и парки ожидания для автоперевозчиков. В чем фишка? Электрички и гибриды. Китай сейчас крупнейший производитель электромобилей. Только в 2023 году они выпустили свыше 8 миллионов электрокаров. Это почти 2/3 от всего мирового рынка. Разнообразие. Есть дешевые малолитражки, а есть премиум электроседаны, которые реально конкурируют с Tesla. Новые бренды из ниоткуда. Иногда создается ощущение, что в Китае новые компании появляются так же быстро, как у нас новые магазины на районе. Сегодня бренд неизвестен, завтра уже запускает свой кроссовер, а послезавтра электрический седан. Гибкость производства. Китайцы могут выводить модель на рынок всего за 1,5 года, от идеи до серийного выпуска. Для сравнения, у традиционных автогигантов этот цикл может занимать около 3-5 лет.
Для нас, простых водителей, это выглядит так. Едешь по трассе, и мимо проезжает очередной непонятный кроссовер. Сначала думаешь: о, новая Toyota. Смотришь ближе, а это какой-нибудь Донфенг или Воя. Поэтому лично у меня уже голова кругом. Если европейские марки можно пересчитать на пальцах, то китайские машины сейчас такое количество, что реально каждый день узнаешь новые названия. И самое интересное, многие из этих машин уже массово идут через Харгос в Казахстан, Россию, Центральную Азию и так далее. Поэтому неудивительно, что в прошлом году, когда мы возили машины, почти каждая вторая оказалась китайцем. И каждый раз это был какой-то новый бренд, которого я даже не слышал месяц назад. На территории сухого порта есть спецплощадки для контейнеров, плюс временные склады и холодильные установки для скоропорта. Это дает представление о масштабе. Сюда свозят не только электронику и одежду, но и целые партии автомобилей в контейнерах или на платформерах. Реальные сроки хранения зависят от того, где машина находится на момент оплаты и оформления. По практическим правилам сервисов, которые работают с экспортом авто через Харгос, если автомобиль уже на складе, то срок обработки выдачи в среднем около 6-15 дней. В редких случаях дольше, если проблемы с документами или очередью. Если машины еще в внутреннем Китае, то сроки, естественно, будут больше. Перевозка до Харгоса, ожидание на погрузку и так далее. Почему товары иногда долго проходят через таможню и в чем проблема? Первое – это таможенное оформление и очереди на погрузку. Второе – несоответствие графиков ЖД и автотранспорта. Поезд может прийти раньше или позже, и затем нужно быстро собрать автопарк, чтобы развезти сотни машин, а это требует свободных автовозов и людей. Третье, иногда машины на экспорт переждают из-за проблем с оплатой сертификации или из-за сезонных всплесков. В целом инфраструктура растет, но спрос иногда опережает возможности. До этого, как я говорил про КАМАЗ, я сам по привычке назвал все большие грузовики КАМАЗами, потому что в наших краях это устойчивое народное название. Но на самом деле ассортимент гораздо шире. Есть и европейские модели Volvo, Scania, Mercedes, MAN, множество китайских брендов Sinotruk, Howa, а также автовозы и прицепы, низкорамники, рефрижераторы, тентовые прицепы и контейнеровозы. То есть, когда ты видишь фуру на дороге, это может быть все что угодно. И каждая модель решает свою задачу. Одни перевозят контейнеры, другие новые машины на двухэтажных платформах, третьи стройматериалы. Заканчивая тему, называть все КАМАЗом привычно, но технически неверно. За 2024 год через железнодорожный пункт Харгос прошло около 8000 грузовых поездов по международным маршрутам Китай, Европа, Центральная Азия. Общий объем железнодорожных грузоперевозок через Харгос оценивали примерно в 12 миллионов тонн. Эти цифры хорошо показывают, насколько Харгос вырос как пересадочный хаб. Практические советы, что полезно знать, если планируешь перевозить авто через Харгос. Первое. Проверяй, где именно находится машина. На складе Харгоса это одна история. Если вдалеке от границы, считай дополнительные дни и расходы. Второе. Уточняй, будет ли машина в контейнере или на автовозе. Это сильно влияет на риски и расчет цены.
Третье. Документы, ключ, сертификаты, инвойсы и транзитные бумаги надо готовить заранее. Четвертое. Если у тебя нет опыта, работай через проверенного брокера. Они уберегут от ошибок на границе. Пятое. Помни про сезонные колебания. Осенью и весной наблюдаются пики, когда формируются очереди. И еще, знаете, что меня больше всего удивило с прошлого года? Китайцы реально штампуют автомобили с такой скоростью, что я просто перестал успевать запоминать их марки и модели. Каждый месяц появляется новая компания или новая линейка машин. Если раньше на слуху были BYD, Geely, Chery, Great Wall, то сейчас десятки новых брендов: Xpeng, NIO, Zeekr, Aito, Li, Avatar и еще куча имен, которые даже тяжело произнести. И у каждого сразу по несколько моделей, особенно в сегменте электромобилей. И, наконец, Московская область. После долгой дороги через степи, равнины, леса и города, сюда въезжаешь с особым чувством. Тут все другое. Плотный трафик, скоростные развязки, зеленые лесополосы, вдоль трассы и бесконечный поток машин. Особенно ярко ощущаешь разницу, если перед этим несколько дней ехал по Казахстану, где километры тянутся через степь и дорога словно растворяется в горизонте. В Подмосковье сразу чувствуется ритм мегаполиса, даже если еще не доехал до самой Москвы. Машины уже движутся в плотном строю, появляются пробки, заправки и кафе работают круглосуточно.
Вокруг много логистики, склады, терминалы, грузовики на парковках. Это ворота столицы, и ты понимаешь, вот он финиш, точка назначения. При этом природа Московской области тоже имеет свой шарм. Леса, где сосны и береза чередуются с полями, аккуратные деревни с ухоженными дворами. Где-то вдали блестят купола храмов. А ближе к Москве появляются коттеджные поселки и дачи. После казахстанских степей этот пейзаж кажется очень насыщенным и даже уютным. А теперь самое интересное. Смотришь вокруг на трассе и замечаешь, что очень много китайских автомобилей. Буквально еще пару лет назад такого не было. На дорогах доминировали лады, корейцы вроде Hyundai, Kia, японские Toyota и Nissan. Сейчас же картина изменилась до неузнаваемости. Китайские машины уже заняли половину рынка России. Chery, Geely, Haval, Amoda и так далее. Эти названия стали такими же привычными, как тогда-то Toyota и Volkswagen. И если раньше казалось, что китайский автопром это только дешевые седаны, то теперь у них есть все: и стильные кроссоверы, и бизнес-седаны, электромобили, которые легко конкурируют с Tesla или немцами. Идешь на парковку в торговом центре, каждый второй новый автомобиль китайский. Останавливаешься на трассе у заправки, рядом с тобой обязательно будут стоять китайские автомобили. Почему так получилось? Я думаю, причин несколько. Во-первых, доступность. Европейские и японские бренды ушли, а китайцы быстро заняли их места. Во-вторых, разнообразие от бюджетных моделей до премиум-класса. Каждый может найти машину под себя. И в-третьих, скорость производства. Китайцы выводят новые модели так быстро, что иногда кажется, пока едешь через полстраны, в Китае уже успели собрать еще одну новую линейку авто. Для меня это особенно заметно в дороге. Ты едешь по трассе М12 в сторону Москвы, смотришь в зеркало, позади новый китаец. И ты думаешь, все, новая эпоха уже наступила. Интересно, что даже в сельской местности, в небольших городах России китайские авто стали обычным явлением. В деревнях, где раньше стояли в основном вазы и старые праворульные японцы, теперь появляются свежие китайцы. И это говорит о том, что процесс идет не только в столице, но и по всей стране. Если вспомнить, откуда все эти машины едут, в том числе через Харгос, то понимаешь масштаб. Там на границе машины ждут оформления, загружаются на автовозы или едут своим ходом. А здесь спустя тысячи километров они уже становятся частью пейзажа российских дорог. В этом есть символичность: от пустынных казахстанских степей до шумной Московской области, от складов на границе до парковок торговых центров, от колонн новых авто на Харгосе до пробок на МКАДе. И ты осознаешь, что твой личный путь с перегоном машин – это маленькая часть огромного процесса. Машины идут непрерывным потоком, дороги связывают страны, а природа создает фон этому движению. Так и получается, вроде просто везешь автомобиль из точки А в точку Б, но на самом деле участвуешь в большой истории. Истории, где Китай стал главным поставщиком машин, а Харгос настоящими воротами, через которые они входят в нашу жизнь. Оплата платной дороги. Московская область.
15 октябрь. Возле Аральска уже зима, везде снег. На улице холодно. Смотри, колонна автобус. В сторону Арал, Кызылорда.